Давайте расскажу вам, как можно использовать техники рингинга, которые я показывал в предыдущем видео. В данном случае это уже реальный пример. Это велосипед даунхильный, Specialized Demo. У меня когда-то такой был. Вот. И давайте, значит, модель. Я замоделю очень быстро, чисто, чтобы технически показать, как это можно все осуществить. Сейчас быстро покажу, как вообще это все дело работает. Значит, здесь у нас есть задний линк, такой шестиперый. И основа его состоит из вот этого заднего треугольника. То есть он, когда у нас... То есть я здесь уже создал джойнты. Вот джойнты вместе с рутом. Набор джойнтов такой. Вот, и когда мы вращаем задний треугольник, соответственно, он давит на поршень, здесь пружина, ну, ее, правда, нету. Вот, и все это дело, подвеска работает. Зачем нужен вот этот верхний рычаг? Это так называемый плавающий тормоз. В даунхилле, когда по жесткому хард-сюрфейсу едешь, особенно с крутых уклонов, и при этом ты постоянно тормозишь, соответственно, если ты будешь блокировать заднее колесо, у тебя будет блокироваться подвеска. То есть она просто перестает работать, она дубовая становится. Вот. Но, как можно видеть, задний тормоз, он расположен на вот этом верхнем пере. И когда мы тормозим, у нас подвеска сжимается, соответственно, вот это верхнее перо, происходит с ним вот такое чудо. И вот этот плавающий тормоз, он с легонца отходит вверх и назад. Таким образом, он компенсирует вот эту вот блокировку работы хода подвески. И даже на заблокированном тормозе мы можем, мы можем мягко катиться, и ходовая будет продолжать работать. Есть разные варианты реализации плавающего тормоза. Есть плавающий линк на двух вот таких вот линках, ну и еще куча там, довольно много их. Вот. Ну, плавающий тормоз – это основной. Давайте, значит, реализуем эту систему поршневых рычагов и ходовых. Вот. Я здесь уже сделал, джойнты заскинил и сделал уже контролсы. Значит, что это значит? Это у нас основной контрол, он такой рутовый, который будет двигать весь наш велик. Вот этот будет двигать только раму рулем. Руль у нас будет поворачивать. И вот эти штуки, они у нас будут отвечать за ходовую. Пока не будем здесь акцентировать внимание, давайте сделаем вот эту сторону. Вот. Еще быстро скажу, значит, не забывайте, я делаю промежуточные группы для того, чтобы у контролсов была правильная ориентация и при этом был сброшен в ноль атрибуты ротейтов, чтобы у нас в правильной ориентации вращались контролы, и тут было все по нулям. Вот, давайте, значит, начнем с заднего треугольника. Ну, это основной момент. Вот. Здесь констрейна нету, давайте сразу этот локатор, то есть я создал набор некоторый набор локаторов, задние. Здесь у нас есть шарнир задний, ну, джойнта нет, он не нужен. Есть шарнир. Вот, здесь шарнир. Здесь у нас, соответственно, для поршенька все. Вот. Ну и пока по мере... Тут тоже, это я уже показал. В общем, по мере работы я буду добавлять некоторые локаторы. Давайте сразу же здесь приконстрейним, чтобы уже работало. Здесь тоже можно приконстрейнить. Вот. Ну, то есть эти штуки уже начинают работать. Вот. Здесь у нас... Что здесь у нас по поводу констрейна? Здесь у нас эта штука будет, конечно же, вращаться колесо. То есть давайте сразу ориент кинем. Вот. Ну, здесь тоже можно ориент кинуть, чтобы не забыть. Вот, перемещаться оно будет с помощью поинта. Поэтому point мы пока не трогаем. Вот, дальше. Что у нас с треугольником? Значит, давайте скажем так. Когда у нас треугольник вращается, поднимается вверх, соответственно, вот этот вот локатор, он тоже должен следовать за треугольником. Ну, его группа, конечно же. Ну, значит, давайте и на него
тоже повесим parent constraint. Ну, можно было через иерархию сделать, ну, какая разница. Вот, это он теперь вот так вот он у нас следует. И чтобы работал вот этот задний линк, нам нужно сюда кинуть create echo-handle. Давайте попробуем. Вот. Ну, теперь можно видеть, как оно работает. Ну и, соответственно, чтобы это все дело связать вместе, у нас вот этот локатор, который мы уже приконстрейнили, и наш созданный echo-handle можем завязать через point. Echo-handle он с ротейтами. Нет смысла ему работать только с поинтами. Давайте посмотрим, что будет. Ну, смотрите. Ходовая почти работает. То есть, как я и сказал, у нас зажимается подвеска, и линк верхний выходит вверх. Тем самым немножко назад сдвигая наш тормоз, и все это дело меньше блокируется. Ну, конечно, ход подвески уменьшается, но все равно ты не едешь как на лавке. Вот, давайте по примеру нашего предыдущего, один из предыдущих видео с поршневой системой сделаем здесь точно так же с поршеньком. То есть у нас здесь есть локатор 1, локатор 2. И что это значит? Значит, у нас для вот этого локатора будет aim constraint здесь. То есть кидаем aim. А для этого aim constraint будет здесь. То есть они друг на друга будут смотреть с помощью aim constraint. Теперь. Ага. Мы вот эту группу не приконстрейнили, она у нас летает в воздухе. Мы ее можем приконстрейнить сюда. Давайте, где у нас группа? Вот. Constraint parent. То есть теперь у нас этот наш локатор летает в нужном направлении. Соответственно, когда, например, подвеска сжимается, вот этот локатор всегда смотрит на вот этот локатор. И, соответственно, вот этот локатор, отвечающий за поршенек, он смотрит тоже всегда на этот локатор. И они друг на друга смотрят, как влюбленные. Вот, и при этом получается, что ходовая работает. Так, ну, насколько мы можем видеть, здесь немножко есть у нас проблема, да, у нас контролы стоят на месте. Можем сразу через группу кинуть, ну, исправить это дело. Можно сделать, чтобы и провороты были, ну, наверное, не надо, можно... Давайте попробуем, давайте кинем так на группу. Давайте вначале через parent глянем, как будет выглядеть. Да, есть проблема, у нас как бы смещение есть. Потому, в принципе, давайте попробуем немножко по-другому. Как можно так, чтобы не было смещения. Давайте, чтобы не было смещения, попробуем к echo-handle, может. Чтобы echo-handle управлял. Constraint parent. Ну, глянем. Так, вот, да. С echo-handle чуть получше стало. И наш вот этот control тоже, ну, кинем его в группу. Хорошая привычка. И тоже нужно, чтобы у нас... Мы его, конечно, тоже потом будем двигать. Давайте тоже пусть от echo-handle он работает. Constraint. Так, parent point попробуем. Так, point нет. Echo-handle. Давайте parent. Улетает. В принципе, так меня тоже устроит. Так, все, дальше. Это дело у нас работает. То есть эта штука поднимается, колесо вращается. Отлично. А теперь осталось сделать, чтобы у нас мы не вот этот локатор постоянно двигали, а вот эту штуку, да? И это можно сделать через Connection Editor или через Driving Key. Ну, давайте через Connection Editor попробуем. Значит, сначала выделили то, что у нас будет первым, то, что будет управлять. Connection Editor. Я уже рассказывал, как он работает. Еще раз покажу. Нам нужен Translate Z. Это то, по какой оси мы будем работать. И вот этот локатор у нас будет Rotate Y. Добавляем его сюда. Rotate Y. Соответственно, теперь, когда мы будем эту штуку поднимать, у нас будет ходовая работать. Вот. Ну, смотрите, есть одно но. Конечно, оно, в принципе, нормально работает. Но
можно сделать немножко покрасивее. Можно, чтобы, например, от 0 до единицы, вот когда мы, ну не от 0 до единицы, то это, наверное, слишком много будет. От 0 до 10, когда у нас идет вот эта штука срабатывает, то у нас уже ходовая полностью уходит. Ну, полностью уходит в свой отбойник. Давайте покажу ноду Multiply Divide, как это можно сделать. Значит, откроем Node Editor и отобразим нашу кривую. Значит, вот она. Можно даже отобразить локатор, а не кривую. Вот локатор. Значит, он у нас контролируется через Unit Conversion ноду. Почему? Потому что здесь-то у нас сантиметры, а здесь у нас, скорее всего, градусы. Вот. Не скорее всего, а градусы. Поэтому эта нода конвертирует сантиметры в градусы. Да, гляну, что у меня тут стоит. Сантиметр. Вот. Теперь, значит, у нас для того, чтобы изменять, переумножать наши значения, у нас есть multiply нода. Она находится в раздел Utilities. И ищем здесь multiply divide. Вот она. Давайте кинем ее здесь на вход. А здесь... То есть мы здесь кидаем, смотрите, input x, а здесь output x. Вот. И теперь классно тем, что выделяем эту ноду, и здесь мы можем делать приумножение. Например, ну, так как у нас вот сейчас в данный момент используется только x, еще зарезервировано y и z. Ну, мы используем только x. Вот здесь можно выбрать multiply, divide, power. Ну, power это типа как в степени возведенные. И смотрите, я увеличил, по сути, в 2 раза. То есть все значения будут перемножаться на 2. И теперь оно работает уже чуть-чуть подинтенсивное. Ну, давайте попробуем. Выделим эту ноду опять, сделаем здесь 3. Вот, уже вообще, смотрите, как круто. Уже почти добились 10. Ну, по сути, мы так его и добились. Все, и теперь классно что сделать? Сделать здесь лимиты. Значит, ось z, насколько я помню. Здесь у нас будет 0, здесь будет 10. Соответственно, сейчас 0 это он в нуле. Так, не там поменял, я на rotate поставил. Так, 1000 извинений. 0, 10. Вот, теперь вниз не идет, вверх не идет. То есть вот у нас до какого-то определенного предела только работает ходовая. Ну и, соответственно, работает это все. Тут можно на самом деле даже сделать, чтобы когда поднималось колесо вверх, чтобы вот этот контроллер поворачивал на нужный угол, чтобы он работал чисто только параллельно с колесом. Например, это можно сделать с помощью дополнительной добавочной группы. Вот, к примеру, если мы создадим еще одну группу, и мы знаем, что у нас идет перемещение по Z, да, и мы можем сделать так, к примеру, если мы двигаем вот эту штуку вверх на какое-то значение, то мы будем это значение вот здесь отнимать. То есть вот здесь, соответственно, отнимать. Ну, хотите, можем сделать. Вот, это один из вариантов сделать, чтобы оно чуть-чуть покрасивее было. Давайте попробуем. Опять же, это у нас будет управляющая, Connection Editor, у нас будет Translate Z, а подконтрольная группа сама нашего контрола. По сути, мы будем вычитать то, что мы добавляли. Так, Translate тоже Z. Но сразу здесь может это все дело улететь в космос немного, потому что у нас сейчас жестко передаются значения или могут перемножаться там как-то, потому что, ну, мы сейчас, по сути, передаем еще больше значений, чем надо. Поэтому, конечно же, давайте откроем Node Editor и исправим это дело. На самом деле, я рекомендую использовать ту же Multiply Divide ноду, а зачем пропадать, если у нас там есть еще неиспользованные коннекшены. Вот наша группа. Вот, вот наша созданная Multiply Divide нода. Как мы можем видеть, здесь у нас еще есть input Y, input Z. Зачем создавать еще одну и плодить код, когда мы можем использовать ее же? Правильно? Так. Оп. И с Y вошли, и, соответственно, из Y выходим сюда.
И настраиваем ее теперь. Значит, здесь у нас будет... Что у нас будет? Ну, давайте делить, умножать будем на 0,5. Ну, по сути, это делить на 2. Вот, теперь, значит, когда мы эту будем штуку поднимать... Ага, она двигается вот так. Ну, сейчас подберем. Сейчас подберем. Минус 1. Глянем, что будет. О, на минус 1, в принципе, работает. Нормально. Вот, значит, что мы сделали? Когда у нас вот этот контроллер по Z поднимается вверх, его собственная группа опускает вниз. Ну, вот смотрите, поднимаем его вверх, а его собственная группа опускает вниз. Все. Просто с помощью Multiply Divide ноды. Давайте еще раз покажу, как это все дело работает. Так, где наша группа? Вот наша Multiply Divide нода. И она... Это значит у нас первое, то, что мы делали. А здесь мы умножаем на минус 1. Ну, то есть это у нас сам контроллер, это Multiply Divide нода. Это наш локатор, который вот здесь вот вращается. А это наша группа, в которой состоит наш вот этот контроллер. Почему здесь нет Unit Conversion? Ну, потому что здесь мы используем транслейты, и здесь, и там же тоже мы используем транслейты. Поэтому оно, так как у нас тип данных одинаковый, ничего не меняется. Вот, ну, теперь немножко покрасивее уже стало. Вот. Смотрите, помните с прошлого видео, что aim constraint может немного искажаться. Вот, в принципе, он так сейчас здесь себя и ведет. Сейчас. Можно дело это исправить. Ну, вот немножко идет смещение не по той оси, по которой надо. Хотите, давайте исправим, чтобы было по красоте. Так, сейчас гляну, как у нас, что здесь у нас происходит. Так, здесь у нас ничего не происходит, потому что мы даже не добавили сюда parent constraint. Но это дело еще пока не работает. Не работает, потому что мы не подобавляли никуда констрейны. Constraint parent. Так, это тоже у нас стоит на месте. Он вообще в воздухе висит. Но он уже заблокирован, залочен. Мы не можем его вращать. Давайте попробуем. Constraint. Попробуем через parent. Глянем, как оно отработает. Да, оно жестко будет отрабатывать. Так, как нам можно это сделать так, чтобы было нужное вращение? Эта штука у нас всегда смотрит сюда. Так, если мы используем point здесь, например. Нет. Смотрите, у нас сейчас на данный момент, если работать с этим контролем, у нас задняя ходовая работает. Но если, например, мы этот контрол подвигаем, я вот здесь сюда добавил constraint, ну, я уже показывал. Если, например, так мы двигаем, то, соответственно, у нас рама двигается, а колесо двигается за ним, не стоит на месте. Поэтому давайте попробуем исправить эту ситуацию. Давайте попробуем. Так, значит, я здесь это дело оставлю. Наверное, не оставлю. Наверное, пока удалю.
Давайте попробуем. Не, наверное, все же оставлю, пусть будет. Давайте попробуем исправить это дело. Как мы можем это исправить? Если нам сделать вот этот вот локатор, он сейчас у нас двигается за вот этим локатором. А если мы сделаем его независимым, чтобы он не двигался? То есть давайте все же здесь вернем constraint. Вот. И чтобы вот этот наш локатор, он у нас двигался за... Так, сейчас зачем он у нас двигается? За первым локатором. Так, я же удалил. Нет? Чтобы у нас двигался, например, он за колесом. Попробуем. Constraint. Так, надо вообще-то на группу. Constraint. Да, на группу. Значит, с колеса. Нет, колесо оно будет у нас, когда будет вращаться, это будет не очень. А если отсюда попробовать? Возможно, придется создать локатор новый. Нет, эта штука вся разлетится. В общем, идея какая? Использовать вот этот локатор как aim constraint для этого. Ну, давайте попробуем. Так. Вместо вот, что раньше было. Aim. Глянуть сейчас, что будет. Ну, соответственно, здесь у нас все поломалось, наша конструкция, что мы там лепили. Но эта система работает. Да, да, господа, эта система работает. Правда, немножко здесь у нас не точно работает. Но это дело мы можем исправить. Почему не точно? Ну, потому что на реальном велике, когда мы будем вот так вот подвеску сжимать, она будет... Здесь будет колесо вот немножко прокручиваться. Велик чуть будет как бы подаваться вперед. Так, а если нам это дело реализовать, стоит? Можем чуть-чуть реализовать это. Так, значит... Значит, теперь у нас какая возникла проблема? Проблема в том, что вот этот маятник, он работает не по ровной, не по прямой работе, а по какому-то углу. Ну, то есть он... Ой, по углу. Он работает у нас по окружности. Вот. Соответственно, нам тоже нужно сделать так, чтобы это дело работало по окружности. Как нам сделать? Надо подумать. Попробуем сместить пивот у вот этой группы. Глянем, что будет. Вот сюда. То есть теперь у нас будет работа по окружности. И, кстати, если прям идеально точно попасть в нужные места на шарнирах, то выглядит как довольно работоспособно. Например, вот немножко так.
Достаточно неплохо выглядит. Ну, давайте как-то так пока оставим. На самом деле это все дело можно выверить идеально. Но у нас сейчас не стоит такая цель, прям настолько идеально это все дело реализовывать. Ну, это зависит просто от точки вращения. Вот. И, ну, опять же, давайте посмотрим, что будет. Давайте опять начнем с этого нашего контрола. И используем вот эту нашу, ну, вернее, вот эту нашу группу, где она там, да, эту нашу группу. Так, значит, опять translate Z. И здесь у нас нам нужен rotate Y. Прыгнуло, потому что здесь не обнулено. Это нужно по-любому за этим следить. Rotate, rotate Y. В принципе, система работает плюс-минус как и раньше, но только ход подвески немного другой. Потому что, ну, лимиты здесь... Давайте поправим. Опять же, через Node Editor, как мы это уже делали. Так, у нас Multiply Divide остался. На что он у нас вообще? Он у нас используется для контроллера, чтобы он красиво там перемещался. Ну и все. Здесь эта группа у нас... Так, здесь эта группа у нас, наверное, не работает. Сейчас гляну, что у нас... Так, значит, удаляем наши эти созданные конструкции. Ага, созданные конструкции нельзя удалять. Пусть будет. Угу. Да, у нас здесь используется одновременно... Вот в чем причина. Мы сюда же кинули aim constraint. И у нас, кроме aim constraint, еще используется через pair blend. Ну, это нода, которая смешивает потоки. У нас используются еще старые наши connection эдиторы. Надо от них будет нам избавиться. Так. Легче просто удалить и создать aim constraint заново. Вот, все, теперь все работает. Ну, это мы старую систему удалили. Ну и давайте
Давайте уже настроим Multiply Divide, как это раньше было. Так, где наша? Вот она. Опять добавляем Multiply Divide. Добавим новый. Хотя, ладно, уже давайте тот старый использовать. Вот он. Так, по какому у нас оси идет вращение? И ось Y. Вот. Ну, а здесь мы будем использовать X. Не путайтесь. Тройка, я думаю, многовато. Давайте попробуем. Мне, в принципе, нормально. Те же значения. Так, что это нам дало? Это нам дало, что мы теперь можем использовать... Ну, вот, к сожалению, такое нежелательно. Ну, мы можем использовать, по сути, контроллер рамы и контроллер колеса отдельно. Нам еще нужно поработать. Поработать немного с этим всем делом. Давайте продолжим. Ну, особенно с эймами. Так, все работает. Насколько здесь можем видеть, здесь работает не совсем все. Потому что, как я уже сказал, при таких нажатиях на раму у нас велик должен немножко двигаться вперед-назад. Вот, поэтому можно это дело немного ограничить. Например, что мы можем ограничить? Давайте Y, X ось заблокируем. Ну, соответственно, вот такие перемещения тоже можем заблокировать, они нам не нужны. Ну что, это как бы на торсионное скручивание, вообще ротейты не нужны. По сути, останется только один translate Z. Я думаю, этого достаточно, чтобы использовать в каких-то своих целях это. Ну, насколько я уже думаю, понятно, можно использовать поворот велика полностью. Вот, таким образом. Ну, выставить, например, пивот куда надо, вот. И мы будем использовать вот так вот. Да, так, давайте. Значит, задняя ходовая, ну, мы практически сделали. Но осталось только... да, кстати, ограничим лимиты. Translate у нас Z. Значит, максимум... Давайте максимум вниз мы сможем, чтобы не было искажений, 9. Так, сейчас над 0. Давайте минус 9. А максимум... Я думаю, больше не надо. 3,5. Ну, давайте, может, 3,5 максимум. В принципе, нормально пойдет. 3.5. Все. Более-менее избавились от искажений. Конечно же, как я уже сказал, это не очень хорошо. Здесь нужно добавлять перемещение велосипеда. То есть, например, сейчас посмотрим, сейчас, может, сделаю. Например, если сюда вверх идет, то нам немножко нужно эту всю конструкцию сдвигать вперед-назад. Ну, думаю, понятно. Сейчас посмотрим, вообще реально ли это реализовать. Так, что у нас здесь пивот вообще делает? Этой группы. Можем это, в принципе, реализовать. Смотрите.
у нас есть вот такие придольные перемещения. Можем чуть-чуть это улучшить. Значит, запомним, будем использовать Translate X в группе 6. И у нас есть вот эти перемещения Translate Z. Окей, давайте Connection Editor. Сегодня мы с ним подольше поработаем. Translate Z. И группа 6. Здесь у нас Translate X. Ну, понятно, что жесткая сцепка сейчас тут натворит много чего. Это логично. Поэтому заходим в Node Editor и используем наш любимый Multiply Divide. Старый можем использовать. Вот она, группа 6. И у нас еще есть... есть input Z. То есть вы не смотрите на вот эти X, Y, Z, это просто название. Здесь можно использовать как хочешь их. Вот. И давайте настроим, чтобы Z здесь было, например, на 0,1. Глянем, как будет. Непонятно вообще, что произошло. Сейчас Multiply Divide выделим и попробуем чуть поздвигать. Что-то вообще ничего не происходит. Хоть туда подключили. Тут как минимум должно что-то произойти. Наверное. Так, если тут... Так, давайте проверим, работает. Поднимем, например, на 2. Посмотрим, насколько сдвинулась группа. На 0 сдвинулась. Соответственно, ничего не работает. Поймем почему. А вот почему. Потому что мы взяли отсюда значение, а не отсюда. Вот, сейчас все будет работать. Вернем в нули. И настроим Multiply Divide. Опять, как я уже сказал, давайте начнем с 0,1. Нет. Минус 0,1. Глянем. Вверх нормально, вниз нет. Ну, понятно почему. Там оно умножается отрицательно, а там оно получается положительное. И оно ухудшает ситуацию. Соответственно, лучше мы, наверное, сделаем, когда вниз рама опускается, чем когда вверх. Ну, глянем сейчас. Целых 0,2 много, 0,1, 0,08. Тогда будет портиться все, что выше. Оно и так, если честно, не очень. Минус 0,5. Ну, это такое, это, скажем, один из способов решения проблемы, но он не очень правильный. Потому что нужно колесо тоже двигать. Но это уже немножко сложнее. Это придется с этим провозиться, чтобы на определенный угол колесо поворачивалось. Так, а если нам реально это и сделать? Где там эта штука, которая двигает колесом? Так, реально. Если нам это использовать а не группу. Так, я обрублю коннекшены. Давайте реально использовать вот это. Опять. Значит, заходим сюда.
вместо... Тут все пока правильно. Вместо того, что мы использовали вот тут группу 6, давайте попробуем использовать вот этот локатор. Выделил локатор, выделил multiply divide. Все это сразу дело запихнул. Поэкспериментируем. Так, здесь у нас все подключено. Осталось просто по какой-то из осей подключить по оси X. На ось X кинуть. Давайте глянем, насколько оно будет. Ну, смещение какое-то идет. Давайте используем дровинки. Потому что мне это не очень нравится. Уберу коннекшены. Давайте используем дровинки. Скажем, set дровинки. Set. Значит, управлять у нас будет вот этот. Вот драйвер. Подчиняться будет вот этот. Вот драйвер. Так. Значит, здесь будет использоваться это. Здесь у нас будет использоваться X. Скажем так, когда у нас здесь это все дело в нуле, поставим нулевую кость. Раз, нулевая кость стоит. И теперь, когда в максимальном своем поднятии этот локатор у нас будет смещаться на вот такое значение. Ставим ключ. Теперь, когда в минимальном своем положении у нас будет эта штука чуть-чуть пододвигаться сюда. Ставим ключ. И зайдем в Graph Editor. Глянем, что получилось. Так, вот у нас такая кривая получилась. Сделаем ее, пробуем сделаем ее вот такой. Хотя, можно попробовать такой. Но уже получше. Можно просто еще одну ось добавить. Например, когда мы опускаемся, у нас еще в driving key будет работать ось Y. Закроем. Driving key. Опять это у нас будет управлять. Это будет управляемый. Значит, мы будем еще вот по такой оси, по Z будем перемещать. Тоже давайте в нуле ставим нулевой ключ. Значит, когда у нас эта штука идет вверх, нам ничего не надо. Когда идет вниз, не, наверное, мы не будем использовать по Z. Объясню почему. Потому что колесо будет прыгать. Будет некрасиво. Удалю. Давайте попробуем поднастроить наш X. Кривую уж настраивать можно. Значит, сюда у нас более-менее нормально. Вниз плохо. То есть оно вначале как бы обгоняет, а потом возвращается назад. То есть давайте его вот в этот момент, сейчас вернем на 0, вот в этот момент, когда он обгоняет, мы немножко эту кривую подправим. Например, в этот момент у нас колесо будет чуть сдвигаться. И поставим ключ. И глянем в Graph Editor, что произошло. Вот, я добавил ключ 1. Вот он, промежуточный. Дровинки тем и гибок, что он может такие штуки настраивать. Так, ну теперь видно, что он слишком быстро идет. Тут, кстати, можно... Дровинки прям можно это все визуально делать прям вот таким образом. Например, можно вот так попробовать сделать, глянуть, что будет. Вот, ну, более-менее оно нормально выглядит, так как там, в принципе, уже пивоты, шарниры есть с искажениями, с погрешностями. Конечно, там идеально не будет. Но на самом деле добиться идеального работы, в принципе, можно. Вот, пока так оставим.
Ну, здесь есть тоже соответствующие проблемы. Окей. Давайте не будем на этом зацикливаться. Вот, в принципе, оставим, как оно есть. Давайте решим проблемы с aim-констрейнами, которые у нас здесь могут вращаться. Чтобы у нас не было в дальнейшем. Значит, мы aim-констрейны используем где? Здесь. Вот он. Aim-констрейн. И давайте создадим для него локатор, который, как мы помним, будет служить для правильной ориентации этого констрейна при работе. Где-то здесь пусть будет, не обязательно. Мы его потом вообще скроем. Так, где он у нас? Вот он. И поставим Object Rotation Up. Вот. И теперь добавим его имя. Копируем имя. Добавляем сюда. Пока ничего не произошло. Сейчас подвигаем, глянем, что будет. Выглядит так, что работает. Ну, давайте проверим точно. Давайте повращаем. Гляжу, чтобы не было искажений. Вообще желательно этот локатор размещать под таким же углом, как вот тот, который мы эймим. Ну, чтобы он был тоже вот так повернут. Но вроде как работает. Просто я не пойму, почему он и вот по вот этой оси тоже работает. Вот, возможно, это из-за этого. Давайте, наверное, чуть дело это исправим. Да, это точно из-за этого. Сейчас мы это дело чуть-чуть исправим. Не уверен, что оно так именно будет работать. Какой у нас здесь угол поворота? 7, что-то там. Скопируем. Повернем на такой же угол. Вот, и теперь, как бы мы сам локатор не вращали. Так, так. Теперь он у нас будет делать такие вот повороты только по одной из оси. То есть эта проблема решена. Давайте то же самое сделаем для остальных. Так, обнулим. Для остальных локаторов. Вот в особенности для поршневой этой штуки. Добавим его сюда близко. И выдвинем, пусть тут будет. Его имя скопируем заранее. Давайте найдем наш aim-constraint. Вот он, aim-constraint. Опять здесь Object Rotation Up. Добавляем сюда его имя. Тоже смотрим, здесь есть какой-то угол поворота. Нет здесь никакого угла поворота, просто смотрим, как будет сейчас работать. Ну, вроде как никаких искажений нет. Покрутим. Да, все нормально работает. Ну, скажем, более-менее нормально. Сейчас еще раз. Наверное, не очень все же нормально он работает, потому что все же отклонения есть. Давайте поменяем ось. Нет. Если это... Нет. Так. Вектор. World Up Vector. Это у нас не то, скорее всего. Давайте попробуем вот это вот значение поменять. Так, это тоже не то у нас. World Up Vector. Нет у нас каких-то здесь вращений, поворотов. Сейчас я изучу этот локатор.
Здесь на 720 есть, но это 2 раза по 360, это не должно влиять. Здесь тоже. Но по какой-то причине работает так. Я заметил одну ошибку, которая, в принципе, и у нас и получается, которая, в принципе, и создает нам проблему с эймом. Смотрите, мы же вот так все время работали, и я не заметил, что я вот этот локатор, я его не по центру создал, ну, вернее, я его приснапил не по центру. Соответственно, у нас не в нужную сторону срабатывает aim, и происходит искажение. Вот, что в таких ситуациях делается? Ну, просто так прям подвинуть это не очень правильная идея. Во-первых, надо удалить отсюда aim constraint, чтобы сейчас не влиял. Вот, удалили, можете тут обнулить, разницы, конечно, не будет. Вот. И здесь я бы рекомендовал тоже удалить constraint. И также parent, потому что двигать мы всю эту конструкцию будем с помощью группы. То есть у нас здесь был parent от первого локатора, вот от этого. Давайте удалим и его тоже. Все, теперь давайте все это дело исправим, где здесь у нас joint есть. Так, и надо constraint еще вот с joint тоже удалить, потому что у нас joint слушается этого локатора. Вот, теперь вместе с группой все это голое дело сдвигаем в центр joint. То есть вот, ну, это внимательно надо, конечно, быть в следующий раз, чтобы такого больше не произошло. И заново накидываем все эти констрейны опять. Констрейним joint. Ну и, соответственно, вот этот первый локатор будет констрейнить группу нашего поправленного. Вот. И теперь уже заново друг на друга давайте на них назначим aim constraint, потому что мы и там поудаляли. То есть на этот aim constraint и с этого на этот aim constraint. Я G клавишу нажимаю, повтор предыдущей команды. Вот. Теперь, по идее, оно должно чуть получше работать. Может даже не понадобится вот эти вот штуки. Но я бы все равно бы рекомендовал их сделать, потому что когда мы развернем велик на 180 градусов, тут могут искажения эти появиться. Поэтому давайте сделаем все же. Ну, как мы в предыдущем видео я показывал, какие могут быть причины. Значит, созданный aim здесь. Раз, опять меняем все. Добавляем здесь. И смотрим, как оно работает. Так, вроде все нормально, покрутим. Да, вот теперь все отлично. Ну, конечно же, и сюда надо то же самое добавить. Давайте его опять сдублируем. Опять в группу. Center pivot. Сдвинем сюда. Сдвинем сюда. Возьмем его и скопируем имя. И теперь давайте поработаем с этим aim constraint поршенька. Тоже сюда добавляем имя. И смотрим, как работает. Тоже, в принципе, удовлетворительно работает. Все, теперь они нормально будут себя вести. Кстати, мы можем видеть, что когда рама работает, как мы делали, немножко наша конструкция взад-вперед двигается, мы можем добавить сюда, например, на группу, ну, создать группу, добавить небольшие вращения, отклонения колеса, чтобы красиво смотрелось. Давайте чисто покажу ради интереса. Создали группу, добавляем его pivot, конечно же, в joint. И теперь, когда мы будем поднимать, опускать, эта группа будет немножко прокручиваться. Вот так. Ну, это чисто визуально будет, может, интересно. Давайте через Connection Editor. Наши Translate Z. А здесь вновь созданная группа. Групп 16. Здесь у нас Rotate Y. Вот, но опять же я тут все жесткую сцепку сделал. То есть, видите, мало того, что оно очень сильно крутится, так оно еще не в ту сторону крутится, куда надо. Давайте исправим. Опять откроем Node Editor. Даже Multiply Divide есть, сразу его выделим. Ну и выделим здесь.
через Shift. И отобразим и то, и то. Наш Multiply Divide, он полностью не использован, как я уже говорил. И вот она, наша группа 16. Соответственно, давайте использовать Z. На Y. Ну, он тут сам свою Unit Conversion ноду создаст, если что, мы это можем удалить. Вот, создали. Теперь мы, здесь у нас старые значения остались. Давайте на минус 0,5 глянем, что будет. Вот, уже какое-то там телодвижение происходит. Так, значит, это слишком много. Минус 0,3. Вот, смотрите, когда вниз, оно уже более-менее работает. Минус 0,2. Но когда вверх, не очень работает. Опять же, как я уже говорю, можем использовать в таких случаях driving key. Он позволяет более гибко это все дело настраивать. Соответственно, опять давайте удалим здесь коннекшены. Они нам не нужны. Используем driving key. Тоже translate Z. И наша группа 16. Rotate Y. Нулевой ключ ставим. То есть сейчас у нас все по нулям. Да, здесь все по нулям. В группе 16 тоже. Нулевой ключ. Ну и теперь, когда идет вверх, то, давайте еще раз, когда идет вверх, велик чуть двигается вперед. Соответственно, должно быть небольшой проворот, например, на 2 градуса вверх. Ну и ключ, конечно же, ставим. Кстати, если вот здесь стоит автокей, то ключи будут ставиться автоматически, поэтому будьте внимательны. Когда работаете с driving key, лучше его отключать. И теперь, когда идет вниз, то тоже то же самое на какой-то угол. Давайте тоже на 2 градуса. И ставим ключ. Закроем, пока не надо. Вот, теперь видим, что оно там что-то буксует. Сейчас будем править. Открываем этот наш граф-эдитор. Выставим так. И смотрим. Значит, это когда у нас идет вниз. Мало того, что оно разгоняется долго, так оно потом догоняет. Это из-за того, что у нас вот здесь плавное начинается разгон и торможение. Сделаем жестко. Сделаем линейно. Вот, уже чуть покрасивее. Но все равно, когда мы поднимаемся вверх, он не сразу реагирует. Вниз вроде как правильно работает, но тоже не очень. Так получается, что рама немножко как бы под углом должна работать. То есть у нас здесь контроль чисто по вертикали раму двигает, поэтому и происходят такие ситуации. Надо было сделать, чтобы немножко под углом двигалось. Можем, в принципе, настроить. Давайте опять чуть поднастроим. Вначале на колесо чуть будет назад откатываться, потом вперед. Вот у нас вот это будет где-то... Вот это вот будет место, где будет у нас стоять ключ. И можем прямо здесь на кривой добавить ключ. Сюда один и вот сюда один. Убрать здесь снэпы, вот привязку, чтобы можно было ключи свободно двигать. Сделать им автоматические тангенсы. Ну и смотреть, как сейчас будет себя вести. Попробуем здесь вот так вот сделать. Можем чуть в минус убрать. Вот. Ну и когда он опускается слишком сильный эффект, ослаблю его. Точно так же вверх. То есть смотрите, вот когда вот это вот
когда мы сейчас все у нас в нуле, вот это, ну, вот сейчас в данный момент это нулевая точка. Вот когда мы вверх поднимаем раму 3,5, вот тут, вот здесь срабатывает наше минус 9 и 3,5, те значения, которые мы выставляли с помощью а, multiply divide. То есть, ну, просто это по сути как, ну, работа кривой. То есть это по сути значения, которые в данном промежутке передаются через driving key. И вверх. Ну, вверх оно более-менее нормально работает, разве что слишком интенсивно, чуть ослаблю. Вот. Ну, вообще сейчас вся конструкция очень интенсивно работает. Давайте еще немножко ее ослабим. Вот так, я думаю, для нашего урока достаточно. Но опять, как я уже сказал, чтобы избегать вот таких ситуаций, надо было правильный угол работы рамы просто посмотреть в интернете и выставить так, чтобы все это было нормально. Все, давайте не будем больше, и так уже кучу времени на это потратили. Но я думаю, кому-то это может будет интересно. Давайте уже перейдем к передней части. Здесь чуток полегче. Давайте руль назначим constraint на кость рулевую. Вот, уже что-то тут работает. И нужно понимать, что вот за вот этим рулем, понятное дело, должны следовать вот эти вот controls. Давайте попробуем их прям через группу приконстрейнить, но, скорее всего, я не очень верю, что оно таким образом нормально будет работать. Ну, давайте попробуем. Работает. Нормально. Так, что у нас осталось? Колесо мы здесь приконстрейнили? Да. Значит, осталась работа вилки. Ну, вилка у нас для этого есть вот здесь. Поршенек наш еще один. То есть вот у нас работа вилки. Здесь довольно просто. У нас работа по X. Соответственно, мы можем просто сделать через Connection Editor жесткую степку по X. Значит, когда здесь у нас по Z, то там по X. Выбираем здесь Z. Здесь у нас будет Translate X. Ну, соответственно, сразу понятно, что оно там прыгнуло в 0. Поэтому давайте уберем пока что эту жесткую сцепку. Так, когда у нас здесь 16 значение, то здесь 0. Когда мы вот это все дело сюда двигаем. Так, а зачем мы вообще используем этот connection? Давайте просто constraint. Мы же уже так делали. Просто отсюда сюда через point constraint просто используем только ось x, правильно? Да, только ось x. Сейчас обрезечу. Только ось x. Apply. Вот, соответственно, вот у нас все и работает. Но опять же, сейчас исправим вот это вот все дело. Как я уже исправлял это. Значит, у нас есть группа, которая... Мы создадим группу, которая будет это все дело двигать в нужном нам направлении. Нормально выставлю пивот. Давайте попробуем сразу на эту группу, может, прям кинуть point, там глянем, что будет. Constraint point. Наверное, будет улетать. Да. Ну, потому что двойные трансформации. Значит, что мы можем, как мы можем исправить это дело?
Когда у нас смещается, например, это поднимается на одно значение, а это поднимается на другое значение. Если так попробовать. Можно через driving key, но просто не хочется. Хочется по-нормальному. Driving key это уже, когда уже ничего по-другому не сделал, тогда уже используешь driving key. Так, если нам ключ поставил. Да, это я ключ поставил. Короче, легче будет все это дело сделать. Так, удалю этот point constraint. Давайте всю эту конструкцию повернем с помощью этой созданной группы на нужный угол. Вот. Потом просто сдвинем сам этот controls с помощью компонентов, то есть с помощью control vertex. Просто сдвинем его весь. Так можно. Вот и все. Так, я там задел лишние control vertex. Вот и все. И теперь должно так как надо заработать. Так это работает. Здесь у нас через point constraint. Фильтры стоят. Через point constraint только x констрейним. Это дело работает, но в принципе все нормально. Можем для красоты немножко это тоже повернуть, чтобы он не выглядел отличающимся. Ну, это тоже отодвинем. Чтобы, как бы не какая-то симметрия якобы была. Так, ну вот, значит, таким простым способом решили проблему. Это работает. Так, а будет теперь работать? Ага. Тут же не будет работать наша общая конструкция. А нам-то хотелось бы, чтобы оно все это работало. Правильно? Что можно сделать? Что можно сделать? Можно попробовать некоторые варианты. Так, что у нас двигает? Что у нас двигает всю эту конструкцию? Руль? Это у нас двигает всю эту конструкцию руль. А лучше бы он этого не делал. Но как у нас тогда будет? Повороты. А повороты мы можем использовать через ориенты. Так, где у нас этот руль? Circle 7. Вот плохо, что не подписано ничего, постоянно путаешься. Так, и здесь давайте вместо parent constraint. Ну, это вот на наших группах рулевых. Давайте здесь используем только orient, чисто для руля. Будет работать? Супер, будет работать. Супер, то, что надо. Вот и все. Ну, не до конца все, правда. Я думаю, нам то же самое нужно сейчас будет сделать с этим всем.
Ну, вы поняли. Чтобы колесо двигалось. Так. Не совсем хорошо оно работает, потому что оно то работает, но колесо опускается ниже, чем надо, это видно. Ну, еще и стопорится. Хотя не стопорится нормально. Да, здесь можно, конечно, компенсировать это все дело контроллерами, но хочется же, чтобы автоматизировано все было, правильно? Как мы это можем сделать? Ну, попробовать, как мы делали до этого. Например, если это настолько, то это настолько. Реализуемо ли это? Вполне, в принципе. Почему бы нет? Так, от чего у нас... Почему у нас тут такие смещения? Ну, в принципе, ясно. Так, значит, опять отталкиваемся. Когда эта штука у нас опускается, например, сюда. Отличное решение. Давайте попробуем, как обычно, начнем с Connection Editor. Это самый дешевый способ передачи информации, поэтому я его и использую. Driving Key — это более сложная, более глючная система, но она не глючит, скажем, она нагружает риг. Так, и здесь у нас будет по X. Translate. Попробуем эту систему. Жесткая сцепка. Глянем. Надо уменьшать. Надо уменьшать влияние. Multiply Divine нода у нас, скорее всего, уже вся забита. Сейчас гляну. Не, мы ж ее никак не забьем. Давайте забьем. Так, где у нас? Вон она, эта группа. Значит, используем Multiply Divide для того, чтобы ослабить передачу. Тут уже что-то, какие-то значения наши старые стоят. Вот, наполовину, если уменьшаешь, то начинает работать достойно. Вот, дальше. И с вращением колеса тут чуть попроще будет. То же самое мы можем использовать ту же группу. Сейчас попробуем ту же, там где пивот. Нет, не можем. Пивот съехал. Да, пивот съехал, и сейчас попробуем вернуть его на место. Глянем, ничего у нас тут не сломалось. Не сломалось. В принципе, значит, можем использовать. Нет, не можем использовать. Но оно у нас используется кое-чем другим. Поэтому мы создадим новую группу чисто для колеса. Кстати, хорошо, что я бы и не смог бы это использовать, иначе бы вот эта стрелка бы тоже крутилась. Зачем нам это надо? Вот. Вот так уже намного быстрее можно это все дело реализовать. Опять. Connection Editor сразу открываем. Translate.
Z. Так, я не ту выделил. Стоп. Какую я там выделил? Переобновлю. И rotate Y. Давайте на rotate Y. Сейчас будет слишком много, я думаю, но посмотрим. Хотя немного. Четко. Ну, это тут уже геометрия просто работает. Поэтому оно и нормально выглядит. Так, итог. Итого. У нас почти все работает. Осталось некоторые моменты. Вот тут типа такие. То есть у нас есть основной контроллер, который тоже нужно все это, со всем этим делом задействовать. Я начинаю это с того, что все группы, которые находятся не в main контроллере, я их добавляю в main control. Ну, на самом деле не всегда это правильное решение. Во-первых, здесь у них уже есть кое-какие parent constraints. Нужно понять, какие группы отвечают за перемещение. Ну, например, вот это. То есть, в принципе, можем эту группу уже добавить сюда. Но оно не всегда так заработает. Надо с этим быть осторожным. Можно сломать. Потому что там где-то двойные трансформации пойдут, где-то еще что-то. Вот. Сейчас еще не все работает. Эти локаторы тоже давайте добавим. Тоже нет. Еще что-то не добавили. Сейчас посмотрим, что. Так, например, handle. Нет, наверное, не обязательно его добавлять. Так, вот эту штуку. Так, осталась у нас проблема с отсутствием поворотов. Нужно понять, что влияет на это. У нас идет от ик-хендла. Давайте добавим ик-хендл. Правда, я сомневаюсь, что это сильно решит проблему. Не, эта проблема решила, кстати. И вот эти наши локаторы, которые отвечали за наши правки M-constraint. Давайте сразу, чтобы они летали за каждым из своих собственных локаторов, ну, чтобы они всегда находились в нужных местах. Train parent. И еще один остался. Тоже constraint parent. Ну, теперь они будут за ними всегда следовать. Ну, рутовая кость, куда же без нее? Моя любимая рутовая кость. На нее тоже кинем parent constraint. Вот. Ну, эти группы с локаторами, да можно их прямо сюда кинуть. Глянем, двойные трансформации будут? Нет, двойных трансформаций не будут. Все, это можно теперь назвать root cc, например. Вот это все дело можно обозвать rig special demo. Это special demo, к примеру, geo. Например, мы можем прям группу кинуть. Geo. Да, можно так и оставить. Вот, значит, давайте еще раз проверим, чтобы все работало. Локаторы можно перевести в группы, можно у них shape-ноды все поудалять. Вот, и тогда они не будут визуально видны. Ну, я думаю, в принципе, не будем этим заниматься, просто захайдим группы. Не все. Не все, не все, не все. Так, вот эти две не надо хайдить, эти тоже не надо хайдить. Вот эти. Также захайдим join. Ну, join пока не будем хайдить. Так работает.
Так, работает. О, давайте лимит ограничений добавим. Насколько у нас ходовая может сработать. Ну, я не буду там 200 миллиметров выверять Марзочи, бла-бла-бла. Просто вот выверим, чтобы до рамы не касалось. В принципе, это правильно. Вот где-то, я думаю, вот так достаточно. Это у нас значение 12,7. Ну, давайте 12. Это максимальное значение 12. Минимально будет 0. По умолчанию 0. Вот. Значит, теперь у нас это дело дальше, чем надо, не улетит. Колеса криво крутятся. Ну, это из-за пивотов. Смотрим, чтобы ничего не сломалось. При развороте работает. Все работает. Руль. Давайте повернем. Сейчас создам plane. Кстати, да, мы его немного ниже координат делали. Ну, в принципе, пофигу, мы же для какого-то урока это делаем. Блин. Вот так. Педаль нету. Может было на педали. Кстати, мы руль не ограничили по этим, по отбойничкам. Ну, можно, вот, допустим, 40 влево, 40 вправо. Rotate минус 40. 40. Все. Теперь руль мы раму не погнем. О, ну, можно уже кинуть на рендер. Скрою джойнты. Наш набор джойнтов. Скинуть, скрыть. Там можно и как-хендл скрыть. Вот. И сейчас вернем на секунду, чтобы подправить немного. Ну вот, как-то так. Все работает. Можно было, конечно, вот эти локальные оси повернуть как-то по-другому. Ну, какая разница, в принципе. Работает и работает. Видите, даже так работает. И руль тоже поворачивается как хотите. Ладно, на этом все. Ролик был долгий, я импровизировал, я практически с первого раза все это делал, поэтому, конечно, существуют какие-то ошибки. Я думаю, вы тоже можете учиться на моих ошибках.
Ну, это не то, что ошибки, это, по сути, просто конструирование, потому что риг, ну, это как конструктор. Вы не сделаете это прям с первого раза. Вы будете постоянно идти, где-то на грабли наступать, где-то допускать какие-то ошибки, переделывать. То есть это нормально. Это и вот если вы посмотрите мою симуляцию флага на канале, и там я тоже это делал с первого раза и какие-то ошибки допускал. Ну все, счастливо, до следующего видео.